Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть, думайте о мужчине, проговорите его имя, посмотрим, как у него там в жизни, что бы он хотел вам передать. Ну и в конце расклада посмотрим, если вы хотите быть с ним, что карты скажут, и если не хотите быть с ним, что карты для вас скажут. Давайте смотреть. Да, проговорите имя. Мужчина, приходи. Угу. Мужчина, приходи. Башня выходит, да? Угу. Ну, по этим картам вы не вместе. Десятка мечей, перенесенная разлука, боль, башня, разрушение, ваши отношения разрушены. И восьмерка чаш – это уход, но и есть желание вернуться. У вас есть желание вернуться? Ну, у кого-то есть, у кого-то нет по этой карте. Как-то так. Потому что ножик в руках, и так сомнительно, да, у кого-то есть, у кого-то нет. А у него? У него колесница выходит, он хочет вернуться в отношения. Вот как-то так мы сейчас на душе у него. Ладно, о себе расскажи, какой ты? Я страстный, сильный, умный, интересный человек. Она меня знает, она меня помнит. И если бы она думала обо мне с хорошей стороны, все было бы по-другому. Это его сейчас вот как будто бы это он говорит, какой он есть. Тут и страсть, тут и такие есть сомнения, но все-таки я знаю, что я делаю, что я говорю. И шестерка чаш – это воспоминания. Вот какой я был хороший, вот если бы она вот таким меня знала, а не плохое что-то. А карты о тебе как тогда расскажут, какой ты есть на самом деле по поводу жизни твоей, да, и твоего, не знаю, эго. Как карты скажут? В общем, давайте посмотрим. Всадник, пятерка посохов и король посохов. Ну, король огненный. Король огненный, в принципе, интересный. Много в жизни, как это сказать, зазря что-то испортил, вот зазря. Человек, который умеет ругаться и ругается либо часто, либо даже постоянно. Может быть, у него говор такой вот, что он как криком кричит, как будто бы, или резко что-то говорит, просто отвечая. Но у него какой-то вот, как будто он действительно ругается. И умеет он ругаться. Он умеет унижать, добиваясь победы. Победы, вот он такой вот огненный. Ага. Значит так, человек, который сюда пришел, он хороший человек, он действительно хороший, но в нем есть минусы, которые он не хочет убрать или не умеет убирать. В нем есть слишком повышенная самооценка, слишком сильно. Если он ее уберет, все встанет на свои места, но слишком повышенная. У него есть страхи, у него есть комплексы, но он их пытается заглушить вот этой самооценкой. Он считает, что если он говорит, он прав. Он считает, что если он мужчина, значит все должны ему тапочки приносить. Он считает, что если он деньги зарабатывает, другого ничего не должен делать, а если что-то и сделал, опять ему тапочки приноси. Ну, как-то так, тапочки я про примерно говорю, да, ну вот такой. И
С одной стороны, человек неплохой, а с другой стороны, он очень сильно ошибается. Он очень сильно ошибается. Знаете, он может возвысить женщину на пьедестал перед другими людьми, что вот именно такая женщина рядом с ним. Но сам он ошибается. Он думает, что да, так должно быть, то, что я делаю, так должно быть. Я же мужчина. Но сам всеми своими поступками он унижает ее, женщину. Он вас унижал, да? Вот то, что я здесь увидела, вот сочетание, что он говорит, что карты о нем сказали его суть, его эго, да? Он слишком много разливает того, выливает того, что действительно оно должно быть. Он должен любить, а не использовать. Он работящий человек. Он может работать столько, что даже потом будет испытывать недомогание. Но он не видит, когда женщина работает столько, что даже тоже может испытывать недомогание. Вот с ним надо сюсюкаться. Он же устал. А когда женщина устает, как? Ты женщина что-то такого сделала. Вот это его единственная ошибка. Ну, в принципе, не единственная. Еще что-то есть, конечно же. Вот такой мужчина на сегодня пришел. Не очень приятно это все говорить, но очень сильную информацию карты дали. Наверное, вам надо было услышать это все и понять, вот ваш расклад или нет. Вот как-то так. А что ты еще о себе расскажешь сам? Ну, я же солнышко. Он солнышко. Я хочу быть на высоте. Я хочу помогать людям. Я хочу, чтобы мне поклонялись. Вот такой человек сейчас пришел. А карты что о тебе? Королева колес — эта карта больше говорит, что научись видеть в женщине женщину. И тогда ты будешь солнышком. И тогда у тебя будет в доме хорошо. А сейчас у него что в доме? Сейчас будем смотреть. А сейчас он разбитого корыта. Все побросано, все раскидано, все разбито. Любви нет. Ну, по поводу любви сейчас еще буду спрашивать. Ну, как бы здесь вот, как проводил он свою любовь. Такой вот мужчина. Седина у него есть. Мало-много, но есть. Так, я просто сейчас хочу мысли, чувства опять, как всегда, да, спросить у него к вам. Но у меня идет вот, как будто бы он сидит, вот такая картинка, сидит, и вот такое одиночество, его внутренний мир сейчас разрывается. Но показать, что ему плохо, он не хочет. И он будет даже иногда сейчас издеваться над кем-то, лишь бы сбросить с себя вот это вот психологическое недомогание внутреннее. Да, такое может быть. Возможно, такое и было когда-то. Но это очень хорошо видно. Король колес. Ну как это? Он же король колес, король планирования. Вот он должен быть на высоте. Он себя будет показывать только вот на высоте. И что он вот командующий фортуны. Понимаешь, вот фортуной он командует. И фортуна его любит, и высшие силы тоже с ним. Он, кстати, просит что-то для себя, чтобы у него действительно было. Но он потерял много, он сам по себе.
Он сам по себе, он заглядывает в чужие окна. Он разлил свой бетон счастья. Ну, как тут бетон, да? Или что это такое, бачок? Он счастье разлил, просто вот вылил. Он такое впечатление, что он говорил, что ты без меня, кто ты без меня. Вот как будто это его слова. А теперь он смотрит, а нет, я же никто. Без меня как раз-таки все нормально у людей. У вас. Вот такое мне идет, прям как будто бы его глаза. Кстати, глаза у него такие, либо он их щурит, либо у него разрез такой вот, как не знаю, ну, зауженный, не круглые глаза. Либо если круглые, то щурит очень часто. Вот. Такое впечатление, что даже стрелочки такие какие-то не накрашенные, правда, но есть. Что-то типа этого. Либо щурит именно. И что, может быть, морщинки, как стрелочки. Он хочет семьи, он хочет дома. Он хочет, чтобы ему давали уют, а он свысока вот, что-то дает и ему кланяются. Не очень хорошо. Но он хочет дом, хочет хорошее что-то. Слишком сильно возомнил о себе. Но, во всяком случае, на сегодняшний день. Так карты о нем прям кричат. Ну, давайте смотреть, да. Мужчина, что ты думаешь о девушке, которая сейчас смотрит, и какие чувства у тебя к ней? Так. Думает, что дорога закрыта к вам. Подвешенная ситуация по поводу встречи. Он хочет с вами встретиться, но не может. Он просит высшие силы, но тут идет больше даже как правосудие. Больше даже как правосудие. Правосудие он хочет... А ну еще... Вот высшие силы правосудия. И дом. Пусто в доме. Без тебя пусто в доме. Пустота. Я много что делаю, но у меня все впустую. Как будто вот я жду, а оно все в подвешенности и в пустоте. Где ты сейчас, с кем ты сейчас? Хорошо ли у тебя? А ты действительно переживаешь? Или ты хочешь, чтобы у девушки было плохо в жизни? Первая карта переживает, второе плохо, либо хорошо, переживает. Да, он переживает, есть такое, но думает. А по поводу плохо или хорошо? Карта Бланка. А еще одна. Туз мечей. И еще одна. Новые дороги, возможности. А вы знаете, он не хочет вам плохого. Да, выходит туз мечей. Но туз мечей больше идет как после карты Бланки ваш образ в его голове. И он уверен теперь, что вы таки без него справитесь. Вы себе столько дорог уже открыли. Он не хочет вам плохого. Но был момент, когда он хотел и говорил, чтобы вы вот в плохом жили, что вы пропадете. Или что, или даже чтобы. Было такое, было. Покопаться в двойке посохов в прошлом, да. Но на сегодняшний день этот туз мечей ваш. Это вы справляетесь. Вы сильный человек. Вы действительно нашли себя в этой жизни, и у вас открытые дороги. Просто вот эта вот некрасивая карта здесь, я думаю, надо спросить, что именно под ней он думает, подразумевает. Это пустота, это вот такая вот карта. Уныние, разбитости, потери.
Он видел раньше, что вы плакали, что вам было больно. Он видел. Но он видит также, что вы получаете по правосудию свое счастье в дом, а он подвешенную ситуацию в своих дорогах, в своих делах каких-то. Угу. Ты любишь эту девушку? Так, сюда положу. Ты любишь? Вот любит ли он вас, да, на сегодня? Есть ли чувство? Победа. Король чаш, да. Королева колес. Он любит вас, но он понимает, что вы при своем интересе сейчас. У вас свои планы по жизни. Либо он себе это навешал, либо он знает точно, что у вас свои планы по жизни. Но он хочет победы в отношениях, хотя туз мечей говорит, что многое закончилось. Либо думает, что лучше не вспоминать прошлое, либо понимает, что все, пути назад нет. И у вас своя жизнь. Хотя любовь, да, по королю чаш, да, есть. Что тебя волнует, что тебя тревожит? Разлитая, недопитая любовь. Тут из пустого в порожнее, можно так сказать по этим картам. Знаете, здесь даже можно сказать, я ошибся. Я ошибся, что я изменил тебя. Он изменял вам? Либо, потому что по влюбленным, и тем более вот такие две карты здесь, как вылил, да, как одно на другое, как в одно в другое перелил, вот тут вода льется. Это умеренность, как по течению перешел вот на другую сторону, к другой женщине ушел. Изменял, если он очень жалеет об этом. Потом, если он не изменял, а выбрал, допустим, маму там или же работу, ну что-то другое, да, уехать в другую страну, он опять же жалеет, что он не взял вас с собой, либо не остался с вами. Есть эта жалость, это волнует его. Но еще есть здесь, по сегодняшнему дню, как он хочет перемен по 13-му аркану. Если он с кем-то, он хочет развода, разойтись, чтобы вообще не вспоминать. Но это не вы, это с кем-то, если он. Если он, слушайте, тут даже не если, он еще с кем-то бывает. То ли на него сделали вечный приворот, знаете, когда все нравятся, вот одна нравится, вторая нравится, все нравятся, и он не может успокоиться, что его тянет куда-то. Либо он просто настолько сильно понимает, что вас потерял, что ему сейчас безразлично, кто будет рядом. Даже если он с какой-то женщиной живет, все равно ему безразлична эта женщина и еще кто-нибудь будет, потому что он потерял вас. Такое впечатление, что он просто шатается по жизни. Он хочет перемен. Он очень хочет какого-то завершения того, что не нравится. Здесь коса к этому идет. Так. Говорю, может быть, он и не предавал, не изменял. Но тогда у него какая-то другая проблема. Значит, он действительно засматривается на что-то другое. Значит, кто-то отворот сделал от вас. Потому что он хочет к вам, но его отталкивает от вас. Вот такое тоже может быть. Так, тайна и на сегодняшний день или что-нибудь такое есть у тебя? Сила, 4 колес, посохов и императрица. Тайна
Она моя, он про вас говорит. Императрица здесь вы в этом раскладе. Он сильно хочет вас видеть. И, естественно, это тайна. Он не хочет об этом говорить ни с кем. А почему ты не хочешь позвонить? Потому что мы не вместе, и мы давно не общались. Потому что кто-то кто вхож в его дом, может, если узнает, может сделать очень плохо. Еще будут разрушения. Либо вы не хотите восстанавливать отношения, и он опять же знает об этом. Но такое вот. Его тайна — это вы. Да. Здесь по-другому не скажешь. Так, чему ты радуешься? Ну, это опять прошлое. Воспоминаниям прошлого, что ли, ты радуешься? Он радуется... Всадник и восьмерочка. Он радуется, что он жив, здоров, ну, более-менее, там есть у него проблемы. Жив, и у него в голове есть мечта или есть понимание, что все-таки должно что-то скоро измениться. Пятерка посохов — это его действие, это его принятие всего, да, его переосмысление к чему-то новому. Шестерка — это уже победа, это уже получение. Пятерка — это действие к этому. А восьмерка — это в меня не попали. Это я в кого хочешь попаду. Вот как-то так. Он хочет изменить что-то в своей жизни, и чтобы больше никто не лез в его жизнь. И радует его то, что он многое понимает и верит, что когда-нибудь вы с ним встретитесь. Ну, может, а если не встретитесь, во что веришь? Он сам себя обманывает, он в это верит. Он именно, что вы встретитесь, верит. Потому что по пятерке мечей нет. Он именно себя обманывает вот именно этим. Он себя этим радует. Ну, как-то так. Так, что у тебя в доме, где ты ночуешь? Тяжело все. Тяжелая судьба, плохая фортуна. Я должен быть на высоте перед всем, но приходится ругаться, нервничать, ну и что-то еще там делать. Король мечей. Король мечей с семеркой посохов. Слишком много он загружен чем-то. Он действительно слишком много работает, у него голова уже не выдерживает. Ему тяжело и денег мало. Ну вот что-то типа этого в доме. В доме больше ничего, в принципе. Спит или, может быть, он больше как в доме тяжело, а на работе полегче. Ну, либо даже и работа тоже сложно. Ну вот по поводу денег, где-то он берет кредиты, где-то у него даже просят, что он кому-то должен. Вернее, должен не потому, что долг отдать, а потому что вот, ну, может быть, маме должен помощь оказывать. Ну, что-то типа этого. Так, что у тебя с другой женщиной, если она есть? Ну, смотрите, как всегда говорю, да, если она есть и вы знаете, смотрим. Если вы не знаете и знаете, что нет точно, то немножечко пропускаем. Так, что у тебя с другой женщиной, соперницей, да, расскажи, если она есть. Мечты, мечты, но не твои, королевы посохов. Еще пару карт. Это твои, женщина, это твои мысли, твои ощущения, либо мужчины. Мужчины. Очень интересно и странно. Смотрите, то ли он сейчас много выпивает,
то ли... Я даже не знаю, что сказать здесь, серьезно. Туз чаш, вот что у тебя с другой женщиной? Вот она вышла, королева посохов. Это как бы ее мысли, но и мысли мужчины о ней. Девятка колес — это, в принципе, стабильность. Туз чаш — это полная чаша. Восьмерка чаш — это как будто бы уход всего этого. Это уход всего этого. А всадник посохов, он не хочет это возвращать. Потому что восьмерка — это уход и возвращение. Но всадник посохов, он как будто бы вот что-то делает другое. У него другие интересы. Знаете, вот так скажу. У него с ней, да, были хорошие отношения, и тоже могло быть все хорошо. Но он ее не любит. Он ее вот чисто не любит. Там был интерес, там были какие-то перспективы, там были деньги, там были свои какие-то накрученные, не знаю, там, опять же скажу, интересы, да. Но это все ушло. На сегодняшний день у него свои планы. И это все ушло. Возвращать он этого не хочет. Он король колес, у него свои планы и свои действия. Она королева посохов. Она, да, хотела бы вернуть, но она тоже не может. Хотя всем будет говорить, что у них все хорошо. Но все от него зависит, а он не хочет. Паж мечей, как отрубленная, туз посохов, отрубленная связь, отрубленная, отношения отрубленные какие-то, как будто бы... Все, я поняла. Сейчас. А то я не могу понять, что это. Сейчас. Звезда. Время пришло. Звезда. Это время очищения. Это время будущего. Я поняла. Она на него делала на выпивку. Либо кто-то их соединил именно на воду, на выпивку какую-то. Чтобы, да, у них все это было, и он реально в это верил. Но сейчас карта Бланка выходит на него, у него другие действия. И сейчас это все снимается, но она подделывает. Либо, опять же, кто-то ей помогает. Вот, если вот как бы 7 раз, и все, после этого ничего не восстановишь. Восьмерка идет 7 и 8. На 8-й раз у нее не получится ничего. И сейчас как раз идет сбой. Идет сбой. Поэтому такие карты вышли. На людях они будут говорить, что все хорошо. Но по судьбе звезды меняются. Из 7-ки на 8-ку выходит, уже не возвратится то, что было. Да, на него делали приворот. Поэтому он и с какой-то стороны верил в то, что все хорошо в жизни. Ну, странно сегодня, как-то странно здесь вышло. Ты что, сегодня в последний раз это чувствуешь? О, да. Он выздоравливает. 4 мечей — это карта выздоровления после 3, когда действительно болеешь там, ну, плохо. Когда сердечко закрыто от настоящих чувств и ранено приворотами, еще чем-то. Но тут идет выздоровление. Вот почему здесь. А у женщины что будет? А у нее будет вечный обман, вечные какие-то тревоги, вечные старания попасть опять в сердце. И чтобы он опять был с ней. Но там будут, если они останутся вместе, они будут постоянно в ссорах. И она будет в слезах постоянно. Не будет у нее радости. Но если все-таки она уйдет, в конце концов успокоится, он откроет себе новую дорогу. Но он и без нее откроет. Он даже, может быть, ее просто бросит, когда все это закончит свое действие. 7 раз. На 8-й не получится. На 8-й она болеть начнет, если сделает. Так. Вот так вот сегодня заострено такое внимание именно вот на этом. Ничего себе.
Поэтому он такой мне в начале расклада, вот я его увидела прямо, вот такой как будто подавленный, вот одни глаза, вот сидит, и как будто у него жизнь вот идет и все такое, а он как вот подавленный, вот из-за личного, именно из-за личного. Так, твои действия и планы на будущее. Ну, он работать хочет, заработать, идти на какие-то хорошие по Солнцу перспективы, выйти из каких-то неблагоприятных моментов и будет это делать. Он уже это делает, он старается. Он действительно старается разрулить какие-то свои личные жизненные ситуации. Вот так. Так, что еще тебе задать? Какой вопрос? Ты говорил о девушке с кем-то? Там была скрытая информация? Нет. По тройке мечей, по пятерке, вернее, мечей, он, может, и говорил, но он так, вокруг и около. Вокруг и около о вас говорил недавно. А так, может, даже и скрывает полностью эту информацию, что он о вас думает, но на сегодня так. А как вы вот сейчас к нему относитесь? О, вы карта-бланка выходите. Вы хозяйка ситуации. Даже с этим мужчиной. Вы к нему относитесь как к отшельнику, как к отстраненному человеку, как к человеку, который вышел из вашей жизни. И да, вы понимаете, что он хочет искать ход к вам, да, возвращение, ходы. Так, у тебя есть желание, мужчина, встретиться сегодня именно? Ну, здесь, смотрите, желание есть, но он не знает, как оно будет. И он стесняется, либо боится, либо у него есть свои проблемы. Ну, либо есть невозможность, вы далеко друг от друга. Но хотя он хочет этого, но закрытие есть. Ты будешь когда-нибудь там приходить, чтобы встретиться, звонить? Он этого тоже хочет, он заглядывает вам просто вот в окна, как говорится, и как у вас там, да, он хочет поговорить. И, скорее всего, он в какой-то момент все-таки соберется и заставит себя с вами поговорить. Если уж, конечно, ну, как всегда, расклад общий. Если совсем невозможно, ну что делать? Тогда уж хоти, не хоти, пути закрыты. Ну и давайте сейчас посмотрим, если вы хотите быть с ним, что карты скажут про ваши отношения на сегодняшний день. Королева мечей. О, четверка посохов выходит. С его стороны должна быть подача своих желаний. Он должен прийти в ваш дом. Вы королева мечей. По звездам. Ваши пути длинные, ваши пути вместе совместимые, потому что и у него идут перемены, и вы меняетесь. Но чтобы не страдать, он должен прийти к вам. А вы, как королева мечей, будьте более уверены в себе, перед ним. И вы мудрый человек. Вот по мечам вы мудрый человек. Вы сделаете так, как надо, но пусть он придет к вам, в ваш дом. И пути ваши по звездочкам открыты. Если вы не хотите быть с ним, что карты скажут? Пятерка мечей, отшельник. О, десятка мечей. Чем все это закончится? Девяткой мечей. А вот здесь вот на сегодня тоже странный эпизод. Почему вы... Нет, ну я могу, да, сказать, почему вы себя накручиваете. Вы над какой-то ситуацией переживаете, вы накручиваете себя немножко больше, чем оно реально есть. Вы слишком много делаете иллюзий, которые приводят вас в тупик. Вот вы верите в эти иллюзии, они вас в тупик приводят. И вы постоянно на нервах, потому что мысли делают плохо вам.
Очень плохие карты вышли на сегодняшний день. Очень плохие. Карты говорят, именно сегодня, раз ты увидела вот это, выходи из каких-то, я аж немножко даже першить начала в горле после вот этого. Выходи из каких-то своих заблуждений. Не думай о прошлом, а переключись на шикарные дни. Вот сегодня, завтра и будущее. Вы что, плохо себя чувствуете, болеете, у вас есть проблема, вы действительно одиноки настолько, что уже не верите. Это вы должны выкинуть, реально выкинуть. Если эти карты вот так совместились, сошлись, и еще и отшельник в серединке вышел, но у него-то вон какой огонек в руках. Посмотрите немножко туда, где светло. И вы увидите, что вы немножечко даже сами себе закрываете пути. Вы переживаете, вы плачете, может быть. Вы, может быть, действительно, если болеете, обратитесь к специалисту именно сейчас, не тяните время. Но вы должны из этого выйти. У вас очень много всего впереди, да вы что? Ну, это я сказала, что карты еще скажут. 7 мечей, карта бланка, 4 чаш и Верховная жрица. Так, еще Иерофант. Выходит Иерофант после Верховной жрицы. Умойтесь святой водой. Умойтесь святой водой обязательно. Кто-то на вас что-то наделал. Либо вас обманули или обманывают, и вы верите в это, либо кто-то за спиной что-то вам подкинул. Поэтому такие карты и вышли. Кто-то не хочет, чтобы вы были не одна. Вот кто-то хочет, чтобы вы были одна и с каким-то мужчиной не встретились никогда. В вашу жизнь идет мужчина, с которым вы будете очень счастливы. Но кто-то хочет вас разъединить, как будто вы сами, вот он сам по себе, вы сами по себе. И здесь закрытая информация. Умойтесь святой водой. Не очень хорошие карты напоследок вышли, такого еще не было. Но именно сегодня умойтесь святой водой. Но если святой воды нет сегодня именно, да, не знаю, оденьте свой талисманчик, крестик, какой вы веры, да, что там, во что вы верите. Если всего этого нет рядышком, просто хотя бы реально проточной водой умойтесь, но скажите молитву за себя. Отче наш, либо свою любимую молитву, либо просто своими словами, что вы снимаете с себя вот этот вот прокол, вот этот укол. Кто-то вот как иголкой вас уколол сзади. И что-то хочет, чтобы вы либо зашил что-то, не знаю, как иголка идет, чтобы вы не встретили свое счастье. И это было сделано, вот не знаю, на днях. Это карты сейчас, если говорят в мужском, ну про мужчину в раскладе, то вот это и есть такое. Кто сейчас вот досмотрел до конца, сделайте, скиньте это все, ослабьте. И у вас многое, что начнет восстанавливаться. Вы станете легче чувствовать себя лучше, легче дышать, меньше, наконец-то, мыслей будет каких-то трагических. Вы исправите ситуацию. Это обязательно надо сделать. Может быть, даже та женщина, которая с ним что-то тоже и на воздух, на ветер, не знаю, и вам передала. И, может быть, мужчине делает, а вам передается. Что-то такое тоже может быть. Может, и не она совсем, а кто-то другой. Ну, такое есть. Я не ожидала такого ответа. Но если Иерофант все-таки вышел, значит, вот, умойтесь святой водой. Так, на дне паш, на дне колоды паш мечей, ну, еще одна карта напоследок. Ну, взвешивайте все за и против, у вас в руках все, что нужно. Но вам нужно выиграть и свое поднять выше, чем кто-то, кто лезет к вам. У вас получится, у вас получится. Вы услышали это, и вы сделаете правильно. Вы исправите все. И давайте завтра посмотрим расклад. Ну, я хотела сделать расклад, исполнится ли то, чего я долго жду. Но будем еще и туда смотреть, там, вернее, смотреть,
что скоро поменяется, вот, допустим, вот в этом, да, и что нужно действительно, на что обратить внимание. Ну, про все вот эти ситуации. Если они будут открываться, значит, еще раз послушайте. Если нет, значит, все, потихонечку, но ушло. Кстати, если у вас кто-то, кто вас чистит, туз колес, да. Да, у вас есть либо ангел-хранитель, который вас чистит, либо даже человек, который вас очень любит и за вас молитвы говорит. Есть такое тоже. Это хорошо, это хорошо. Все, на сегодня все. Странный расклад, вот такой вот странный расклад. Но, видимо, что-то где-то, ну, тут вам надо было услышать. Самого хорошего вам, самого сильного. Я сейчас проговорю молитву, чтобы уже отсюда, через вот весь прослушанный, просмотренный вами расклад, в общем, вы прочувствовали эту энергию, да, чтобы вот с этой энергией вы почистились. Даже я сейчас это скажу, чтобы вы почистились. Вот, обязательно. Так что подписывайтесь, оставайтесь со мной. Всего вам самого-самого наилучшего. Пишите комментарии, ставьте лайки, если не трудно, мне это очень приятно. И все будет хорошо. Все будет обязательно хорошо. На сегодня все. До встречи, на связи. Увидимся, услышимся.